Ну, как минимум, одна звезда уже пронеслась по территории России. Масштабное турне завершил популярный французский шансонье Филипп Дорес. Музыканта настолько поразила наша страна, что в своем новом альбоме он запоет по-русски, что вдохновило певца и композитора Александра Мостославский. Пожалуй, именно в таком темпе прошел гастрольный тур по России французского шансонье Филиппа Дореса. Чебоксары, Нижний Новгород, Ростов и Москва. Везде полные залы, овации и цветы. Самый экстравагантный случай был на концерте в Чебоксарах. Я был завален цветами, а одна девушка во время концерта вышла на сцену и стала танцевать. И мне ничего не оставалось, как составить ей компанию. В репертуаре Дореса классика французского шансона, песни Шарля Азнавура, Ив Монтана, Эдит Пиаф, Джо Дассена. Но и его личные сочинения в России тоже шли на ура. Что неудивительно, ведь русская тема в его творчестве одна из основных. Вот, например, песня, посвященная Александру Пушкину. Этот француз давно влюблен в Россию. Одни названия его альбомов чего стоят. «Славянская душа», «От Атлантики до Урала», посвящение Пушкину. А началось все 30 лет назад. Филипп Дорес впервые приехал на гастроли еще в Советский Союз. Это было 5-недельное турне. Ташкент, Алмата, Баку, Сочи и Москва. Тогда же он познакомился со своей будущей женой, начал изучать русский язык и культуру. Шли годы. Теперь сын Филиппа и Елены, Алексис, ударник в коллективе отца. Он тоже пишет стихи и сочиняет музыку. Признается, что тур по России – его второй родине. Давняя мечта – увидеть своими глазами не только столичные города, но и глубинку. Для парижанина большая удача. Я чувствую русскую культуру, и мне очень приятно всегда бывать здесь. И дома мы говорим по-русски. Нужно думать на двумя языках. Мне очень нравится французский менталитет, но иногда тоже хочется по-другому что-то делать. И вот и идет русская душа. Нынешний тур Филиппа Дореса называется «Из Парижа с любовью». На заключительном концерте свободных мест не было, а некоторые зрители даже путешествовали со своим кумиром по всей России. Он замечательный совершенно певец, и он поддерживает такие традиции, такой, не старый, а настоящей основательной французской песни. У него замечательный голос, замечательные музыканты. Я, собственно, уже третий раз на этом концерте. Сказали, что он ничуть не хуже Ив Монтана. Кстати, после нынешнего турне Филипп Дорес начнет работу над новым альбомом, на котором все песни будут исключительно на русском языке. Александр Мостославский, Илья Амельченко, Андрей Минченко. Известия специально для РЕН-ТВ.